Ку-ку. Проснулась этим утром и из вчерашних заметок записала для тебя подкаст. Прекрасного дня. Послушаешь? Значит, однажды один из моих дней был просто отвратительно ужасный. И начинался он, я не буду вдаваться в детали, но, в общем, с утра все пошло и не заладилось, и просто пошло все кувырком. И это я говорю не в свое оправдание, ведь действительно каждый за собой замечал, что бывают такие дни, когда просто-напросто реально все идет вверх ногами, и все ваши планы рухнули. И иногда невозможно сдержать себя. Они бывают совершенно разные, могут быть вызваны разными совершенно ситуациями, и в какой-то день мы совершенно спокойно можем стоически вынести любые разрушения наших планов на день, а то и не только на день, а может и на всю жизнь. А иногда малейший какой-то нюанс, он может вывести просто из себя и выбить из колеи на весь день. Так вот, в один из таких дней я была выбита из колеи просто, разными факторами, в общем, неважно какими. И к концу дня я была настолько раздражена, что, уже все. То есть ничего, уже никакое позитивное событие в этой жизни не могло бы меня вернуть на свои стабильные рельсы. И была, в ужасном состоянии реально. Все те, кто встречал меня в тот день, наверняка, мягко сказать, удивились бы, наверное, что такое может быть. Но вот один из таких людей, который видел меня в первый раз, вот как раз-таки, наверное, и удивился. Это была чудесная, как я уже сразу скажу, косметолог. Значит, я была записана в этот день на вечернюю, какую-то позднюю запись к мастеру по этому лазеру. И я честно признаюсь, что я была настолько раздражена. Я не знаю, помнит ли этот день Настя, но я его помню отчетливо. Такое невозможно забыть. Это реально какое-то белое пятно, одно из белых пятен в моей жизни, которое я запомнила. Я пришла на процедуру впервые. Я не знала мастера, мастер не знала меня. И я, естественно, в связи с тем, что мой день не задался, я была отвратительна, я вела себя ужасно. Я, конечно, не грубила, никакие личности не переходила, но я всяческим образом пыталась не оставаться на этой процедуре. То есть мне уже не хотелось вообще ничего в этой жизни, мне хотелось просто вернуться домой, закрыться ото всех и вообще ни с кем не разговаривать. Но уже пришла в общем, все было не в мою пользу. И, значит, любые документы, которые мне давали там на подписание, я начинала нервничать, что-то там подписывать, задавать самые тупейшие вопросы, которые вообще только можно было задавать. В течение процедуры меня вообще все месило, везде мне было больно, везде мне было неприятно, холодно, воняло, еще чего-то. В общем, целая куча проблем. И Анастасия, как ни странно, на все это очень вежливо отвечала. Она никаким образом вообще не раздражалась. Казалось бы, такая хамка пришла, она реально провоцирует на какой-то скандал, но я не заметила в Насте того, что она каким-то образом меня терпела. То есть это не было такого, что вот она прям вот чуть-чуть и она взорвется. Она наоборот вообще, как будто бы она не замечала моего состояния и пыталась меня всяческим образом успокоить, а вот вам чай, а вот вам это, а здесь, пожалуйста, здесь подпишите. Какой у вас вопрос такой? Да, он идиот, я на него отвечу. И то есть она всяческими путями, она меня к концу процедуры успокоила. Мастер все это воспринимала, как должное. Как будто бы каждый день у нее такой, каждый клиент, в принципе, такой же. Тот день ничего не могло исправить, кроме того, чтобы он закончился и наступил новый. И когда наступил новый, конечно, я уже совершенно в другом настроении проснулась и подумала: господи, этот мастер, просто она ни в чем не повинная девушка. Она совершенно меня не знает. И она могла просто выставить меня за дверь и совершенно со мной не коммуницировать, потому что, я правда была невыносимая.
И, соответственно, я все это проанализировала и подумала: ну, конечно, мне пути туда закрыты. Ну, правда, такие ситуации нередки, и каждый, кто является мастером, наверняка с таким сталкивался. Бывает, что приходит клиент не в себе, откровенно, либо очень сильно опоздает этот клиент, либо начинает, звонить, потому что он не может найти там место и так далее. В общем, причин достаточно. Но каково моё было удивление, когда все в порядке. Я до сих пор вам скажу, я хожу к этому мастеру, у нас замечательные отношения, и я несказанно просто благодарна. И такие случаи, кстати говоря, очень редкие. Чаще всего исход такой, что мастер выходит из себя в ответ, на действия клиента, и не получается ничего. То есть либо это какой-то очень крупный скандал, либо они просто расстаются и никогда больше не встречаются. Конечно, будучи мастером по наращиванию ресниц, и тогда, когда я нахожусь на своем рабочем месте, я веду себя так же, как вела себя Настя. И я считаю, что это абсолютно точно профессиональное поведение. Совершенно неважно, какие проблемы у мастера, совершенно неважно, что может его триггернуть. Вы находитесь на рабочем месте, и я нахожусь на рабочем месте. Но я и описываю эту ситуацию для того, чтобы показать, что я не всегда такая. Наоборот, такие ситуации в моей жизни — это огромная редкость. И то, что Настя не отказалась от меня сразу, а пожелала со мной работать и в дальнейшем. И сейчас она понимает, что я действительно клиент, который никогда не подводит. Я прихожу вовремя, стараюсь заблаговременно переносить записи, если мне это нужно. Никаких скандалов, ни о каком неуважении, конечно же, не идет речи. Я не пытаюсь больше сбегать с ее кабинета, и это совершенно не связано с тем, что я давно к ней хожу. И огромная благодарность такому мастеру, который не сделал вывод из своего первого впечатления. Я к чему вот здесь таким покаянием занялась? А к тому, что первое впечатление может быть очень обманчивым. Вы никогда не знаете, пришел человек в таком состоянии, и это его обычное положение вещей, он всегда так себя ведет, или это просто какой-то единичный эпизодический случай, а в другом случае, в другой день она придет и ведет себя совершенно по-другому. Вот так и произошло со мной. Я абсолютно нормальный клиент, и я никому никакие скандалы не устраиваю, веду себя адекватно, процедуры оплачиваю, не опаздываю или, по крайней мере, предупреждаю, если что-то у меня меняется и случается. Это все я говорю к тому, что мастера очень часто, я с этим сама сталкивалась, например, работая вот в крупных салонах, и мастера очень часто предвзято относятся именно к новым клиентам, тем, кто приходит впервые. Потому что, конечно, клиентка, которая уже к вам ходит какое-то время, вы все равно так или иначе где-то сдружились, где-то у вас теплые какие-то взаимоотношения появились. В общем, вы относитесь гораздо лояльнее, чем к новому незнакомому человеку. Хотя это в корне неправильно. Вы никогда не знаете, каким образом поведет себя человек на вторую процедуру. Безусловно, есть такая теория, что если человек себя ведет каким-то определенным образом, то, скорее всего, это его обычное поведение, он, в принципе, так себя проявляет во всем. И эта теория имеет место быть, я не могу полностью ее опровергнуть. Конечно, бывает и такое, что наше поведение повседневное, оно, скорее всего, будет, приблизительно плюс-минус всегда одинаковым. Условно, если клиент опаздывает сегодня, то, скорее всего, он будет опаздывать на все последующие процедуры, сколько будет вам ходить. Но это не всегда так. Поймите, что не всегда возможно сделать какой-то вывод на основаниях только одного явления, одной процедуры. Тем более, когда этот клиент новый. Новый клиент может заблудиться, не знать, как вам пройти, несмотря даже на то, что вы скинули подробную инструкцию. Клиент может попасть в какую-то неприятную ситуацию. У него в конце концов может день не сложиться. Вот как у меня не сложился тот день. Может происходить все что угодно. И я призываю вас никогда не делать выводы из своего первого впечатления, потому что оно часто бывает обманчивым. Вот в таких случаях, особенно в больших салонах, очень частая практика, или у частного мастера частая практика, сразу же отказаться от такого клиента.
ах, вы опоздали, все, тогда мы вас больше не примем. Закидываются такие люди в черные списки, и больше с ними никто не работает. Так вот, это неправильно. Невозможно на основании первого впечатления сделать стопроцентные точные выводы о человеке. Это касается абсолютно всего. Как бы в любые ситуации в жизни, они точно под такой же призмой и рассматриваются. Нужна статистика, нужны еще дополнительные данные, чтобы убедиться, что человек таков действительно. Если он раздражительный на протяжении каждой процедуры, которая приходит, если у вас постоянно возникают с ним проблемы, то, скорее всего, да, здесь можно сделать вывод о том, что с таким клиентом вам некомфортно, неудобно работать. Тогда вы можете, опять же, уважительно сообщить о том, что работать с ним вы не будете. Я не могу сказать, сколько это процедур. 2, 4, 7, 10, я не знаю. Однако одной точно недостаточно. Должно быть такое количество посещений, в связи с которым вы сможете проанализировать, всегда ли клиент приходит не вовремя, или это просто именно сегодня какая-то ситуация с ним произошла непредвиденная, отменяет ли она постоянно или чаще она приходит. Может быть, не прошла оплата, например, и если оплата задерживается всегда, то, скорее всего, да, здесь вы можете сделать точный вывод, что с таким клиентом вам, например, неудобно работать, не хочется просто-напросто. Тогда вы можете отказать такому клиенту. Но вся суть здесь в том, что первое впечатление обманчиво, и нужно всегда давать шанс клиенту, который пришел к вам однажды и, возможно, нехорошее у вас впечатление оставил, всегда нужно дать ему второй, третий, какой угодно шанс, такой шанс, на основании которых вы сможете сделать точный конкретный вывод. Тем более, что я замечала, что мастера просто-напросто из-за своей гордыни не хотели принимать таких клиентов, которые, допустим, задержались на какое-то время, и только из-за того, чтобы таким образом, так сказать, проучить. Но когда клиентка с злобой, например, или с расстройством закрывала эту дверь, то мастер оставалась сидеть в одиночестве, у нее было огромное окно, до следующих клиентов еще были часы, или такие мастера попросту плетутся домой. В итоге и денег потеряли, и клиенту нагрубили. И ей, по сути, ничего не стоило принять такую опоздавшую клиентку, и ничего бы страшного не произошло. Напротив, клиент убедился бы в том, что, несмотря на то, что она попала в сложную ситуацию, мастер пошел к ней навстречу, реально постарался для нее. В конце концов, не выгнал ее на пороге, предложил выпить чашку чая и перенести процедуру, например, потому что всякое бывает. Конечно, я оставляю за каждым право распоряжаться своим временем, своими клиентами, своими записями. Однако я все-таки считаю, что нужно давать шанс вот таким, на первый взгляд, взбалмошным, безответственным клиентам, потому что в жизни они могут оказаться самыми наимилейшими, самыми честнейшими людьми. Это же я, конечно, говорю о себе. Шутка. Давайте шанс своим клиентам, пожалуйста. Не выдворяйте вы их за дверь, если что-то пошло не так. Постарайтесь не делать никаких категоричных выводов на основании только одной первой встречи. Тогда, скорее всего, ваша клиентская база может пополниться замечательным клиентом. Или, с другой стороны, вы убедитесь, что вы сделали все возможное, но с этим клиентом вам точно не по пути. До следующей встречи. Прекрасного дня.